Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о попугаях. Что мы знаем о них? Многие скажут: все, что мы попугаев не видели. Мы с детства знаем о них. Попугаи яркие и разноцветные. Живут, скорее всего, в Африке, там где тепло. Умеют говорить, причем по-настоящему, а не как попугай Кеша из мультфильма. И отличаются умом и сообразительностью. Как говорила птица-говорун, похожая, скорее всего, на попугая. Только не каждый знает на какого. Кто-то вспомнит пиратов. Попугаи были извечными спутниками этих разбойников. Да и люди людей иногда попугаями называют, причем в разных смыслах. Иногда из-за яркой одежды, а иногда из-за бездумно повторяющихся слов оппонента. Да что ты, говорит, заладил как попугай? Но так ли это? И точно ли попугаи живут в Африке? Да и вообще, какие попугаи есть помимо волнистых малявочек? И еще много о чем мы узнаем об этих удивительных, разноцветных птицах-говорунах, попугаях. Поехали! На самом деле попугаи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, но живут в основном в тропических и субтропических регионах мира, где тепло и достаточно пищи. И на самом деле в Африке их не так уж и много. Южная Америка – вот настоящий рай для попугаев. Здесь обитает огромное разнообразие видов, включая ярких оратинг и амазонов. Попугаи Южной Америки предпочитают тропические леса Амазонки, горные районы Анд и даже открытые саванны. Австралия и Океания – еще один центр разнообразия попугаев. Здесь живут такие уникальные виды, как какаду, ларикеты и волнистые попугайчики. Попугаи Австралии обитают в различных средах, от тропических лесов до засушливых пустынь и эвкалиптовых рощ. В Южной Азии, особенно в Индии и на Шри-Ланке, можно встретить кольчатых попугаев и александрийских. А в Африке обитают такие виды, как африканские серые попугаи и сенегальские. Они также предпочитают тропические леса, саванны и мангровые заросли. А африканские серые попугаи особенно любят густые леса Западной и Центральной Африки. И несмотря на то, что их родина тропики, некоторые попугаи благодаря человеку успешно прижились и в других частях света, включая города Европы и Северной Америки. Кстати, а почему попугай-попугай? Наверное, какая-то невиданная птица своим криком или внешним видом испугала того человека, который дал ему это название. На самом деле нет, никого никто не пугал. Слово «попугай» имеет интересную и долгую этимологическую историю, связанную с множеством языков и культур. Источник этого слова – арабский язык. Одни считают это слово звукоподражанием, другие пытаются найти его корни в языках Африки и Южной Азии. Как бы то ни было, в европейские языки это слово занесли арабы, которые были посредниками в торговле между странами Азии, Африки и Европы. В средние века это слово фиксируется в греческом. Из греческого перекочевывает старофранцузский. Из старофранцузского далее происходит немецкое слово, откуда оно и попало в русский язык. В славянских языках это слово прижилось и претерпело фонетические изменения, которые привели к его современному звучанию – попугай. А в английской речи он parrot. Предлагается, что слово попугай могло прийти из древнеиндийского языка. В санскрите слово для обозначения попугая паракита parrot, которое перекликается с тем, как звучит слово попугай в некоторых современных языках. Вероятнее всего, Индия – страна, где человек, скорее всего, впервые познакомился с попугаями, и неудивительно, что понятие для этой птицы могло прийти именно оттуда. Европейцы впервые увидели попугаев именно в Индии, во время походов Александра Македонского. Возвратившись из Индии, полководец Анизикрит привез несколько прирученных пернатых в Грецию. Кстати, в те времена в Индии попугаи считались священными птицами, что, разумеется, было связано с их способностью воспроизводить человеческую речь. Попугаи довольно быстро завоевали популярность в Греции, а несколько позднее они появились и в Древнем Риме, где цена одной хорошо говорящей птицы зачастую превышала стоимость раба. Попугаи из Нового Света появились в Европе в эпоху великих географических открытий.
15-17 век. Удивительные способности этих птиц произвели неизгладимое впечатление на католическую церковь, и попугаев провозгласили стоящими к Богу поближе, чем остальные животные. В Ватикане жило довольно много ручных попугаев, самые способные из которых говорили на нескольких языках. Была даже весьма почетная должность – смотритель попугаев. В то время попугаи стали прочно связаны с пиратами, в основном из-за художественной литературы. В знаменитом романе «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона у персонажа Джона Сильвера был попугай, которого звали Капитан Флинт. Поскольку эта книга стала невероятно популярной и задала тренд на романтизацию пиратских историй, то многие дальнейшие произведения о пиратах в мировой культуре 20 века уже включали в себя установленные ею стереотипы с различными пиратскими атрибутами. На самом же деле все было намного прозаичнее. В золотой век пиратства был хорошо налажен бизнес по торговле экзотическими животными, включая маленьких обезьянок, попугаев. Поскольку европейские королевские семьи восхищались способностью попугаев говорить и имитировать человеческие голоса. Разговорчивые птицы с роскошными перьями из далеких стран были настоящей экзотикой. А чем экзотичнее животное, тем более ценным оно считалось. Богатый класс Европы платил очень высокую цену за попугаев. Из-за этого торговые суда массово перевозили попугаев из Южной и Центральных Америк в Старый Свет, а пираты были не против отнять эту ценную добычу. Конечно, возможно, что некоторые пираты могли держать попугаев в качестве компаньонов и развлечений на корабле, однако большинство из них оставляли попугаев в качестве груза для продажи позже, как и остальные украденные или захваченные товары. И люди во все времена в основном думали, как деньги заработать, а другие, как их потратить. Птицы, благодаря своему яркому оперению, сразу же вошли в моду, что, к сожалению, сильно сказалось на их численности в природе. Попугаев стали ловить тысячами, и многие пернатые гибли во время долгого пути, поскольку в Европу их перевозили в душных и тесных трюмах. А из некоторых видов попугаев изготавливали чучела, которые дамы украшали высокие прически. В России попугаи появились только в 17 веке, однако позволить себе содержать столь экзотических птиц могли только очень состоятельные люди. В 1840 году в Европу привезли волнистых попугайчиков. Когда европейцы узнали о неприхотливости и удивительной способности этих птичек подражать человеческой речи, волнистые попугайчики быстро завоевали популярность у любителей комнатных пернатых. Спрос европейцев на волнистых попугайчиков был настолько велик, что в 1894 году правительство Австралии вынуждено было запретить отлов птичек. К этому времени волнистые попугайчики прижились в Европе, и селекционеры смогли начать работу по улучшению окраски их оперения. В начале 20 века популярность попугаев настолько возросла, что по всему миру начали образовываться общества любителей этих птиц, члены которых не только обменивались друг с другом опытом, но и устраивали выставки, на которых демонстрировали свои успехи в развитии попугаев. И на данный момент существует около 400 видов попугаев, которые различаются по размеру, цвету, поведению и привычкам. От крохотных волнистых попугайчиков до крупных ар. Среди них есть очень красивые и редкие. Возможно, о некоторых из них вы никогда и не слышали. Существуют попугаи, которые уже давно не встречаются в природе и размножаются только в заповедниках. И как это ни печально, есть попугаи, которые остались только в частных коллекциях. Их нет даже в заповедниках. А некоторых уже нет на нашей планете. А мы с вами сегодня посмотрим, пусть не на всех, но постараемся охватить самых-самых и ярких, и красивых, и умных, а где-то более скромных по оперению, но интересных своим поведением и образом жизни. И начнем мы с Южной Америки. Здесь обитают ара. Попугаи ара – одни из самых ярких экзотических птиц. Расцветка этих пернатых переливается всеми цветами радуги. Желтый, синий, голубой, оранжевый, красный. Это бесспорно завораживает. Поэтому любоваться такими красавцами можно часами. По-другому их название макао относится к группу неотропических попугаев, семейство попугаевых, и разделены на несколько групп. Самые распространенные – красный или ара скарлета, зеленокрылый ара, синий-желтый и зеленый или солдатский ара.
А мы остановимся на зеленокрылом. Этот красавец – живое олицетворение всех ара. Добрый гигант и один из самых красочных пернатых. Действительно, это крупный попугай. Оно и не мудрено. При таких размерах можно позволить себе быть бесстрашным. Среди других ара зеленокрылый уступил в габаритах только перед гиацинтовым. Их длина достигает метра, а размах крыльев до 120 сантиметров. По размеру это второй летающий попугай в мире. Такая обширная тушка и весит прилично. Попугай запросто может вымахать до 2 кило. И при этом пестрая махина не отличается медлительностью. Ара может дернуть в любом направлении со скоростью 60 км в час. В тропических лесах Южной Америки опасностей хватает. Но скоростные навыки помогают птице скорее в том, чтобы умыкнуть фрукты быстрее товарищей. Тем более, когда живешь в большой компании из десятка собратьев. В большой семье клювом не щелкают, говорят у людей. А вот у ара щелкают. Да еще и как. Ара может сжать свой клюв силой 140 кг на квадратный сантиметр. Чуть больше, чем у бегемота. Такая сила пробуждает в голове образы хаоса и разрушения. Крошащиеся кости врагов, трескающиеся черепа недругов. Но нет, ара выбирает хрустеть орешками. Да и живут они долго. Вообще все попугаи славятся своим долголетием. И многие виды могут прожить десятки лет. Те же ара доживают до 80, а возможно и более. Ведь не каждый прямоходящий счетовод возраста попугая доведет это дело до конца. Но зеленокрылый не самый большой. Самый большой гиацинтовый ара. Причем из всех летающих попугаев. Населяют гиацинтовые ара обычно окраины леса, болота, пальмовые рощи. Встречаются вдоль рек. Вне сезона держатся стаями по 6-12 особей. Активны в основном в светлое время суток. Если вам показалось, что на дне этих глаз плещется незаурядный интеллект, то вам не показалось. Любопытное создание постоянно проверяет на прочность окружающий мир своим крепким клювом. Каждый день летает на кормовые территории, находящиеся в нескольких десятках километрах от места ночлега. Утренняя кормежка начинается около 9 часов утра. Рано утром собираются в стаи на деревьях и прихорашиваются. В жаркие часы отдыхают в кроне. Питаются пальмовыми орехами, ловко разгрызая их сильным клювом. Также едят плоды и фрукты, ягоды, водных улиток. И периодически заглатывают гравий. Кстати, все знают, зачем птицы едят камни? Если нет, пишите в комментариях. А голубой ара – самый редкий вид пернатых, который уже не встречается в дикой природе. По примерным подсчетам их осталось около 50 особей, которые проживают в частных коллекциях и зоопарках. Многие по незнанию постоянно путают их с гиацинтовым ара, хотя и он редкий и занесен в Красную книгу. Соседи ара по материку – это амазоны. Амазоны предпочитают жить в густых тропических лесах островов Карибского бассейна, во влажных саваннах с короткими засушливыми периодами, на обширных территориях Южной и Центральной Америк. Питаются птицы фруктами, семенами, листьями, орехами, плодами кофейного дерева и манго, цветами и молодыми побегами деревьев. В род амазонов входит 31 попугай. Основным цветом всех амазонов является зеленый, за небольшим исключением. Сами птицы крепкие, приземистые, относятся к короткохвостым попугаям. Хвост короткий и немного скруглен. Клюв у попугаев мощный, округлый, с острым ребром у основания. Виды амазонов различаются благодаря цветным пятнам, разбросанным по всему телу попугая. Пятнышки бывают желтыми, красными, голубыми, сиреневыми и синими. А какие потешные аратинги! Это невероятно веселая, позитивная и дружелюбная птичка. Даже название какое-то теплое и радужное. Владельцы этих солнечных попугаев любя называют их прилипалами и доставалами. Попугаи рода аратинга тоже родом из Центральной и Южной Америки и населяют густые, многоярусные и светлые леса. В течение дня ведут скрытный образ жизни, прячутся в кронах деревьев от жары и различных опасностей. Размеры тела птицы довольно небольшие, от 16 до 35 сантиметров, вес около 100 грамм. Глаза обрамлены окологлазными кольцами, клюв толстый и довольно мощный. Хвост клиновидный и ступенчатый, оперение очень яркое и красочное, не зря называют их маленькими радугами. В расцветке встречаются красный, желтый, синий и зеленые цвета и их оттенки.
Как и большинство попугаевых, аратинги живут стаями, обособляясь в пары лишь в период гнездования и выведения потомства. В природе питаются в основном растительными кормами, не брезгуют совершать набеги на фермерские угодья ради культурных зерновых. И здесь бразильским фермерам уже не до улыбок. А какие солнышки золотые аратинги, она же гуаруба, обитающая в бассейне Амазонки на севере Бразилии. Их оперение в основном ярко-желтого цвета, и только кончики крыльев макнули в зеленку. Привлекательная окраска и неприхотливость этих попугаев к условиям содержания в неволе привели к массовому их отлову. Но больший вред популяции нанесло уничтожение коренных местообитаний. В настоящее время относится к исчезающим видам и формально находится в Бразилии под охраной. Веерный попугай, также известный как ястребиный попугай. Это редкий интересный вид попугаев, который встречается в тропических лесах Амазонии и северной части Южной Америки. Веерный попугай среднего размера. Длина его тела достигает тоже 35 см. Основной цвет оперения зеленый, с красноватыми пятнышками на груди и желтыми штрихами на голове. Его отличительной чертой являются удивительный веер из перьев на голове и шее, который он может расправлять, когда чувствует угрозу или возбуждение. И еще отдаленно его голова похожа на ястребиную, за что птица и получила свое второе название – ястребиный попугай. Но по сути он добряк, как и большинство попугаев. Веерный попугай довольно скрытная и осторожная птица. Они любят проводить время в кронах деревьев, где прячутся среди листвы. Куда более скромный наряд у попугая-монаха-квакера. Другое название у попугайчика калита. Окрас птиц очень интересен, хотя его нельзя назвать броским. Задняя часть головы, спинка, крылья и хвост зеленые, будто попугай в плаще с капюшоном на голове. Лицевая часть головы и часть шеи серые. Брюшко же светло-серое с бледно-зеленым оттенком. На своей родине калиты предпочитают обитать в пальмовых рощах и лесных зарослях. Птицы распространены на юге Бразилии, Парагвае, в центральной части Аргентины и Уругвая. Но в последнее время картина изменилась. Благодаря тому, что в плане пищи они не привередливы, еще и относительно морозоустойчивы, эти попугайчики прекрасно себя чувствуют в любом уголке мира. Так и получилось. Они распространились, конечно, не без помощи человека, на всех континентах, кроме самого холодного. Птицы прекрасно адаптировались в городах и комфортно соседствуют с людьми. А еще в дикой природе это один из немногих видов попугаев, который вьет гнезда, причем не маленькие, а сразу для нескольких семей. Белобрюхий попугай, также известный как каек. Это небольшая, яркая и энергичная птица, обитающая в тропических лесах Южной Америки. Этот вид попугая особенно известен своим дружелюбным и игривым характером, а также яркой окраской. Белобрюхий попугай имеет яркое и контрастное оперение. Как следует из его названия, у него белое брюшко, а остальное тело покрыто яркими зелеными, оранжевыми и желтыми перьями. Голова обычно желтая с оранжевыми пятнами, а крылья и хвост зеленые. Их яркая окраска делает их особенно заметными среди тропической растительности. Яркий и привлекательный вид попугаев — синеголовый пионус. Глубокий синий цвет головы плавно перетекает в насыщенный зеленый оттенок крыльев и спины. Эти птицы обитают в зеленых джунглях Центральной и Южной Америки, где живут среди густых крон деревьев, словно созданных специально для того, чтобы скрывать их от любопытных глаз. И в отличие от шустрых аратинг и монахов, синеголовые пионусы пленяют своей тихой и уравновешенной натурой. Они не склонны к шумному поведению и предпочитают общаться мягкими, едва уловимыми звуками, словно уважают покой и гармонию окружающего мира. А мы держим путь на африканский континент, где обитают неразлучники. Это небольшие, но чрезвычайно очаровательные попугаи, получившие свое название благодаря своей привязанности к партнерам. Этих птиц часто называют попугаями любви, что отражает их крепкие социальные связи и трогательное поведение. В природе и в неволе они известны тем, что часто сидят рядом со своим партнером, ухаживают за ним, чистят ему перышки и, казалось бы, проводят каждую минуту вместе. Эти птицы бывают самых разных расцветок, от зеленого, желтого и синего до ярко-оранжевого и красного. Они населяют тропические леса, саванны и кустарниковые районы. В дикой природе они могут жить в небольших стайках, находя себе укрытие в расщелинах деревьев или в гнездах, которые иногда строят сами.
Но от ярких красок как будто в сторонке расположился Жако или африканский серый попугай. Удивительная птица, которая завораживает не только своей элегантной внешностью, но и выдающимся интеллектом. Его серое оперение, украшенное алым хвостом, словно намекает на скрытые способности под внешней сдержанностью. Это попугай, чье поведение и способности поразили ученых и любителей птиц по всему миру. Жако по праву считается одними из самых умных птиц на планете. Способность к подражанию человеческой речи у них не просто средство развлечения. Эти попугаи могут понимать смысл произнесенных слов и использовать их в контексте. Некоторые из них способны узнавать цвета, формы, числа и даже решать логические задачи, что делает их не просто учениками, но и настоящими мыслителями среди пернатых. Один из самых известных Жако, попугай по имени Алекс, стал символом этих потрясающих способностей. В ходе научных экспериментов он демонстрировал знания, которые поразили даже самых скептически настроенных исследователей. Алекс умел считать, различать предметы по цвету и форме, а также высказывать свои предпочтения. Жако — это не только умные, но и чрезвычайно социальные птицы. Они чувствуют тонкие эмоциональные нюансы и могут проявлять глубокую привязанность к своим хозяевам. Однако они требуют особого внимания и заботы. Оставленные в одиночестве, Жако могут впадать в депрессию, проявлять беспокойство или даже выщипывать себе перья. Их эмоциональный мир настолько богат, что они могут чувствовать грусть, радость, ревность и даже любовь. А в дикой природе эти попугаи живут в стаях, где развиваются сложные социальные связи. Они общаются между собой с помощью различных звуков и сигналов, поддерживая постоянную коммуникацию. И это основная причина существования у попугаев способности к имитации звуков, в том числе и человеческой речи. Делают птицы-говоруны это по нескольким причинам, связанных как с их природой, так и с условиями содержания в неволе. Как мы уже сказали, попугаи очень социальные птицы. Для общения внутри стаи они используют разнообразные звуки и вокализации. Когда попугая содержат в неволе, он воспринимает людей как часть своей стаи. Поскольку они не могут услышать привычные звуки своих сородичей, они начинают имитировать звуки, которые слышат вокруг себя, включая человеческую речь. Также попугаи используют звуки для взаимодействия со своей стаей, в данном случае с людьми. Подражая речи человека, они стараются наладить контакт, выразить свое внимание или получить его взамен. Это способ интеграции в социальную среду. Чем больше попугай социализирован, тем активнее он может подражать голосам и другим звукам. Ну и еще попугаи чрезвычайно умные птицы, и они постоянно ищут новые задачи для умственной активности. Имитируя звуки, они стимулируют свой мозг и удовлетворяют естественную потребность в когнитивной нагрузке. Эта способность актуальна для тех попугаев, которые содержатся в неволе, где им не хватает других форм стимуляции. Причем попугаи, в отличие от людей, не имеют голосовых связок. Вместо этого они используют орган, называемый сирингс, который находится в нижней части трахеи. Сирингс у попугаев очень развит и способен создавать широкий спектр звуков благодаря особой структуре, которая позволяет им контролировать движение воздуха через дыхательные пути. Попугаи могут изменять форму сирингса, чтобы воспроизводить различные звуки, включая подражание речи человека. Ох уж эти говоруны! А какие из них обитают на загадочном острове лемуров в Мадагаскаре? Это попугаи-ваза, которые привлекают не столько яркостью оперения, сколько своим таинственным и загадочным обликом. Они не бросаются в глаза тропическими красками, как экзотические сородичи, но в их строгой красоте, скрытой в глубине темных перьев, чувствуется особая утонченность. Попугаи-вазы — это настоящие обитатели лесных теней. Их оперение темно-серое или почти черное, а иногда с легкими серебристыми переливами на свету. Они легко могут исчезнуть в густых зарослях мадагаскарских лесов, скрываясь от посторонних глаз. Мрачный облик дополняет небольшая голова с хищно изогнутым клювом и крючковатые когти. Последние особенно характерны скорее для хищных птиц и часто вызывают панику среди родственных видов. И совершенно зря. Большой попугай – мирный попугай. Эти ребята несут опустошение и хаос лишь стройные ряды фруктов, ягод и семян. Но не только попугаи-ваза имеют такую темную расцветку. Есть еще интересные и удивительные представители. Но для этого мы летим на перевернутый континент, в Австралию. И перед нами пальмовый какаду.
И смотрится он эпично. Пункт первый и основной. Мрачный окрас. И сине-черный фрак не похож на расфуфыренные одежды местных птицеклоунов. Еще он большой, почти метр длиной. И такого попугая не получится игнорировать. Даже красные щеки смотрятся уместно, подчеркивая общую суровость одеяния. И клюв черный, большой, согнутый, будто создан для атаки на живность. Клюв и правда силен, но используется он для разрывания коры эвкалипта. И делает больно разве что ягодам, цветочкам и орешкам. Но все-таки не стоит до него докапываться, куснуть попугай может ощутимо. Но это еще действительно цветочки. Он настоящий рок-музыкант, который в период брачного сезона дает концерты. В этот период пернатый мастерит музыкальный инструмент. Попугай откусывает палочку или большой стручок с семенами от какого-нибудь куста и мощным клювом придает нужную форму и длину. Причем каждый из них делает это по-своему. А когда все приготовления завершены, какаду берут инструмент поудобнее и начинают барабанить по дереву. Да так, что слышно их на 100 метров вокруг. Человеку сей процесс творения искусства может показаться слишком простым. Однако для животного и птичьего мира это как полет в космос. Почему? Да потому что использование самодельных инструментов даже для добычи еды, мягко говоря, не сильно распространено в дикой природе. А тут нонсенс, пернатые стругают палочки и делают музыку ради привлечения дам. Неужели нельзя было оставить привычные птичьи брачные привычки, вроде кульбита в воздухе и демонстрации красивых перышек? Вообще, пальмовый какаду со своими музыкальными способностями и видом стоит немножко в сторонке от своего семейства. Какаду — это яркое и узнаваемое семейство, которое включает в себя 21 вид. Эти птицы, обитающие в основном в Австралии, Новой Гвинее и Индонезии, известны своими характерными хохолками на голове, которые не могут поднимать и опускать, а также своим игривым и иногда даже артистическим поведением. Одной из главных отличительных черт какаду является этот подвижный хохолок, который они поднимают в момент возбуждения, угрозы или просто для общения. Хохолок состоит из ярких контрастных перьев, которые могут быть белыми, желтыми, розовыми или даже красными, в зависимости от вида. Он придает птицам величественный и одновременно озорной вид. Какаду имеет сравнительно сдержанное по цвету оперение по сравнению с другими попугаями. Их перья чаще всего белые, серые или розовые. Клюв какаду мощный, изогнутый и прекрасно приспособлен для разгрызания твердых семян, орехов и коры деревьев. Самый известный белохохлый какаду и какаду инка, а самый маленький карелла. Карелла или нимфа – это один из самых популярных видов попугая в мире, известный своей миловидностью, очаровательным хохолком и дружелюбным характером. Кареллы относительно небольшие попугаи, длина их тела составляет около 30 сантиметров, из которых около половины приходится на их длинный заостренный хвост. Оперение карел обычно светло-серое или желтоватое, а у диких представителей вида основным цветом является серый с желтыми и белыми акцентами. Самцы кареллы отличаются ярко-желтым лицом и характерными оранжевыми щечками. У самочек эти пятна тоже присутствуют, но их окраска обычно более приглушенная, а общий тон лица более серый. Эти яркие пятнышки и грациозный хохолок придают кареллам обаяние и уникальный облик. Автор. А где же волнистые попугайчики? Они-то точно самые популярные? Давайте и про волнистых. Конечно, скорее всего они популярнее карел, но родина у них одна – Австралия. На этом материке они большими стаями кочуют с места на место в поисках пищи и воды, временно поселяясь на травянистых равнинах, где могут питаться семенами трав. Кстати, летают волнистые попугайчики очень быстро, что позволяет им преодолевать огромные расстояния в поисках еды и воды. Волнистый попугайчик является самым многочисленным из всех попугаев Австралии. Самое интересное то, что в настоящее время количество волнистых попугайчиков, содержащихся в неволе, значительно больше, чем в природе. Это связано с тем, что человек сильно изменил ландшафт Австралии, где обитают на свободе эти экзотические птицы. Да, попугая-малютку может побороть кто угодно, ведь в 25 сантиметров тельца скрывается всего 50 грамм веса. В бою с хищниками у этой мелочи нет ни одного шанса. Коротенький клюв тоже не способен служить серьезным оружием, зато он очень подвижен и позволяет измельчать ягоды и семки, а не глотать их целиком, как другие птички. Когти на лапках выглядят смешно, даже без сравнения с другими пернатыми. Зато сами лапки обладают двумя парами противопоставленных
указательных пальцев, что позволяет попугаю хватать все, что пожелает неугомонный птичий мозг. Да и вообще, попугаи оригинально принимают пищу. Они клюют ее, держа в лапе. Орнитологи не могут объяснить эту особенность. Из всех птиц такими подвижными пальцами обладают только попугаи. Интересно, что среди них бывают и левши, и правши. Одни держат еду в правой лапе, а другие в левой. Маленький волнистый попугайчик сочетает в себе скорость и маневренность одновременно. Зачем драться, если можно сбежать? Даже на своей максимальной скорости в 100 км в час пернатый микрогонщик способен управлять своим полетом. Кстати, охота на миниатюрных попугаев дополнительно осложняется тем, что попугайчики собираются в синхронно летающие стаи до 2000 особей. В таком вихре движущихся птиц даже самые матерые воздушные хищники не способны выцепить себе жертву. И волнистые не самые маленькие. Самые маленькие — это дятловые попугайчики. Их максимальная длина 10 сантиметров с хвостом. Даже дворовый воробушек и тот чуть ли не вдвое больше. При таких-то габаритах дятловые попугайчики заслуженно получают титул самого маленького попугая планеты. А пожалуй, самые непоседливые – это попугаи-какарики. Свое название они получили из языка маори, что в переводе означает «маленький попугайчик». Они постоянно что-то исследуют, ищут, копают и прыгают. У них целый род прыгающих попугаев. Основной цвет диких птиц – зеленый. Но в неволе каких только попугайчиков не встретишь. За 200 лет выведено более 200 разновидностей. Это касается как какариков, так и волнистых попугаев. Какарики обитают в лесах, кустарниках и на открытых равнинах Новой Зеландии, а также на прилегающих островах. В дикой природе они ведут оседлый образ жизни, часто оставаясь в одном регионе. В основном они встречаются в небольших группах или парами. Какарики предпочитают активный образ жизни, проводя много времени в поисках пищи, которая включает фрукты, семена, ягоды и насекомых. Второе название этих артистичных и подвижных птичек – новозеландские попугаи. Розелла – это род ярких и красочных попугаев, обитающих в Австралии и на близлежащих островах. Розеллы славятся своими эффектными цветами и спокойным характером. Их яркое оперение делает их одним из самых привлекательных видов среди попугаев, а их дружелюбный, но независимый нрав привлекает внимание любителей пернатых питомцев. Розеллы средние по размеру попугаи. Длина их тела обычно варьируется от 25 до 35 сантиметров. Их отличительной чертой является невероятно яркое и пестрое оперение, состоящее из множества цветов. В зависимости от вида, розеллы могут быть покрыты красными, синими, зелеными, желтыми и черными перьями, что делает их буквально живыми картинками. И говоря об австралийских попугаях, как не поговорить о короле? Австралийском королевском попугае. Это яркий и величественный представитель семейства попугаевых, обитающих в восточных районах Австралии. Этот вид поразителен своей грациозностью и роскошным оперением, что и оправдывает его королевское название. Королевские попугаи – крупные птицы, длина которых может достигать 40-45 сантиметров. Самцы и самки отличаются друг от друга по окраске. У самцов оперение особенно яркое и контрастное. Голова, грудь и живот насыщенно яркого красного цвета, спина и крылья темно-зеленые, а хвост и нижняя часть спины синие. Самочки окрашены более скромно, их оперение преимущественно зеленое с красными акцентами на груди и животе. У них также присутствует синий цвет на хвосте. Но у кого из попугаев ярко выраженный половой диморфизм, так это у благородных попугаев или эклектусов, что делает их просто уникальными среди пернатых. Эти попугаи происходят из тропических лесов Новой Гвинеи, Соломоновых островов Северо-Восточной Австралии и ряда других островов Индонезии. Самцы у эклектусов ярко-зеленые, а самочки ярко-красные. Это долгое время озадачивало исследователей, и в прошлом самцов и самок даже считали разными видами из-за резкого различия в окраске. А есть попугаи лори и лорикеты. Лори отличаются от лорикетов короткими, как бы обрубленными хвостами. Эти птицы представляются несколькими родами, среди которых немало ярко окрашенных видов. Кроме того, существуют разнообразные подвиды этих птиц. От других попугаев лори отличаются тем, что в их рационе преобладает нектар, а не семена.
Голландское слово лори означает клоун, и попугаев этих так назвали не зря. Лори и ларикеты, как их часто называют, населяют тропические регионы Австралии, Индонезии, Новой Гвинеи и островов Тихого океана. Эти птицы известны своим красочным оперением, энергичностью и дружелюбным характером. Попугаи лори славятся невероятно ярким и разнообразным оперением. Они покрыты перьями всех возможных цветов, от насыщенно красного до ярко-зеленого, синего, желтого и оранжевого. Их яркая внешность отражает тропический рай, в котором они живут. Одной из самых удивительных особенностей лори является их язык. В отличие от других попугаев, у лори язык покрыт мелкими сосочками, напоминающими щетинки. Это позволяет им эффективно собирать нектар и пыльцу с цветов, основной источник их питания в дикой природе. Один из самых ярких и привлекательных представителей – радужный ларикет. Эти попугаи славятся своим радужным оперением, игривым характером и энергичностью. Обитая в основном в Австралии и на близлежащих островах, радужные ларикеты стали одними из самых узнаваемых попугаев, особенно благодаря своим ярким краскам и веселому нраву. И если радужные ларикеты живут в дуплах, как и многие виды попугаев, то есть попугаи, которые роют норы, а иногда и целые шахты. Это скалистые или патагонские попугаи. Они облюбовали для жизни суровые склоны Патагонии в Южной Америке, где селятся на отвесных утесах и выкапывают длинные туннели на обрывах для гнездования, прямо как наши ласточки-береговушки. Только это попугай. Зеленое оперение с желтоватым брюшком, белая маска на горлышке и яркие оранжевые пятна под крыльями, которые заметны, когда птица расправляет крылья в полете. Этот красавец из Южной Америки буквально создан для того, чтобы жить на краю обрыва. И живет он не один. Они живут большими колониями, где, кажется, никогда не смолкает оживленная беседа. Голос у них громкий и резкий, так что если вы окажетесь поблизости, вас точно встретит настоящий оркестр криков и свистов. Они постоянно устраивают шумные собрания и даже коллективно совещаются перед тем, как отправиться на поиски еды. Еще один любитель жить в норах – это земляной попугай. И живет он в Австралии. Но в отличие от южноамериканских сородичей, он не любит парить в воздухе. Летать-то он умеет, но делает это неохотно и на короткие дистанции. Этот попугай ведет преимущественно наземный образ жизни и большую часть времени проводит на земле, предпочитая передвигаться пешком или перебежками. Он посчитал, что от хищников лучше спасаться бегством. Пусть летун из земляного попугая никакой, зато забеги он устраивает отменные. Земляной попугай ловко маневрирует среди зарослей и без страха забегает в грязь и болото. Длинные широко расставленные пальцы и маленький вес позволяют пройти там, где обычно тонут всякие там хищники, опрометчиво погнавшиеся за юркой добычей. И как ни крути, летать он умеет. Но есть попугай, который совсем не умеет летать. Это какапо или совиный попугай. Это очень редкий и удивительный попугай, обитает в Новой Зеландии. Какапо – единственный вид попугаев, который полностью потерял способность к полету. В отличие от других попугаев, у него плотное и тяжелое тельце, а крылья слишком малы и слабы, чтобы поднять его в воздух. Вместо этого какапо использует крылья для поддержания равновесия при перемещении по земле и при спрыгивании с деревьев. И основной способ передвижения – пешком, иногда совершая быстрые перебежки, если кто-то напугал. И программа максимум, что может, это карабкаться по ветвям, а активен в основном ночью. Днем он прячется в густой растительности, а ночью неторопливой походочкой отправляется на поиски пищи. Вот такой он, этот какапо. А кому-то в детстве говорили: это кака. Нет, это не кака, это кака. Вот кака. Кака – это попугай. Еще и какой попугай! Настоящий реликт горных лесов Новой Зеландии. Большую часть истории на этих островах не было особо опасных хищников или хотя бы млекопитающих, кроме пары видов мышей, причем как обычных, так и летучих. Попугай жил себе и жил, наедал пузико ягодами, семенами, цветками, почками, нектаром и иногда разбавляя веганское меню беспозвоночным мясом. Да и сколько там надо еды, чтобы 40-сантиметровую тушку весом в 500 грамм прокормить? На таких островах всем еды хватит. И никто каку не трогал. Но как обычно бывает, вдруг откуда ни возьмись появились люди. Сначала в Новой Зеландии прописались народы маори. И вроде бы всем в детстве говорили:
говорили: не трогай каку. А этим походу нет. Они, разбойники этакие, взяли и начали их трогать ради вкусного мяса. А если есть не хотелось, то попушку забивали ради красивых перьев. Ими украшали ритуальные одежды. На второй шаг неосознанно пошли уже европейцы в 18 веке. Колонизируя острова, кроме самих себя, они завезли еще крыс, хорьков, горностаев и других хищных, которые не прочь разграбить птичьи гнезда. Как будто этого было мало. Птаха на свою голову оказалась еще и приветливой, дружелюбной и любопытной. Людей кака не боится, а значит и охотиться на нее легко. Пернатого быстро изловили, кого на мясо, а кого в клетку. К такому форс-мажору попугаи были не готовы, да и размножаются каки неохотно. Так попугаи получили статус исчезающего вида, и на земле осталось не более 5000 как. Есть у попугаев и антипод как. Это их родственник, антиподский прыгающий попугай, один из какариков, о которых мы говорили ранее. Эти попугайчики прямо мастера выживания. Антиподские острова относятся к субантарктическим территориям. Они располагаются почти на самом юге земного шара. Дальше только Антарктида. Неплодородную землю истязают порывистые ветра и дождь со снегом. Осадки там идут до 300 дней в году. А самое неприятное — никаких фермеров, никаких плодовых деревьев, только скалы, луга и поля мха. Каким ветром их туда занесло, непонятно. Но делать нечего. Предкам прыгающих попугаев пришлось обживаться. Чтобы сделать жизнь комфортнее, они научились рыть норы до 2 метров в глубину. Это единственная защита от промораживающего ветра и вечного дождя. Одно хорошо: хищников больше жука на острове не существовало. Только морские птицы и тюлени. В попытках выжить они научились есть любую зелень. Но этого оказалось мало. Одной зеленой массой сыт не будешь. Тогда зеленые попугаи пустились во все тяжкие. Они научились питаться падалью. Чуть позже островитяне перешли еще одну черту. Стали разорять гнезда бурых буревестников, давнишних завсегдатаев местных птичьих базаров. Буревестники привыкли откладывать яйца в углубление на земле и поэтому стали легкой мишенью. За выживание и успех пришлось заплатить высокую цену. Из тайных и общительных существ пернатые превратились в территориальных и довольно агрессивных затворников. Лишь в период размножения антиподские попугаи собираются группками в десяток другой особей. Хищниками их назвать трудно, скорее приспособленцами, из-за сурового климата. Такими же приспособленцами являются и кеа, крупные попугаи Новой Зеландии, в свое время заслужившие дурную славу. В конце 19 и начале 20 веков кеа получили репутацию убийцы овец, когда их стали обвинять в нападениях на овец в горных районах Новой Зеландии. Действительно, есть документированные случаи, когда кеа клевали овец, но детали этого поведения гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Кеа живут в суровых горных районах, где пищевые ресурсы ограничены, особенно зимой. Это вынуждает их искать пищу повсюду, проявляя высокую адаптивность и изобретательность. Хотя кеа были замечены при проклевывании живых овец, они не охотятся на них в прямом смысле. Они их не убивают, чтобы съесть, как это делают настоящие хищники. Их действия скорее похожи на паразитическое поведение, когда они стремятся получить доступ к питательным веществам, не убивая жертву. Однако в некоторых случаях раны, нанесенные кеа, могли стать причиной дальнейших осложнений и гибели животного. Репутация кеа как убийц овец привела к массовому отстрелу этих птиц фермерами, которые считали их угрозой для своего скота. Вплоть до 1970-х годов правительство даже выплачивало награды за убитых кеа. В результате популяция кеа резко сократилась, что практически привело к вымиранию вида. Но сейчас этот вид находится под охраной, вплоть до уголовной ответственности. И кеа теперь отрывается на славу за своих собратьев, павших в неравном бою. И это вам не какие-нибудь вороны. Кеа чрезвычайно любопытны и активно исследуют все, что встречается им на пути. Они обожают проверять на прочность автомобили, палатки, рюкзаки и другие человеческие объекты. У кеа клюв как швейцарский нож. Кеа могут залезть на припаркованный автомобиль, начать клевать уплотнители на окнах, дворники или даже отрывать резиновые детали зеркала. Да и туристы нередко находят свои вещи в беспорядке после встречи с этими пернатыми шутниками.
А в Папуа-Новой Гвинее встречаются очень необычные орлиные попугаи. Орлиные попугаи получили свое название благодаря своему внешнему виду, который отдаленно напоминает орла, или ворону, или стервятника, в общем хищную птицу. У них мощный изогнутый клюв, длинные когти и выразительные глаза, что придает им грозный вид. Их оперение преимущественно черного и красного цветов, что делает их еще более грозными со стороны птицами. Но несмотря на грозный вид, питаются в основном фруктами, ягодами, семенами и нектаром. И в отличие от многих других попугаев, орлиные попугаи даже редко едят орехи, предпочитая мягкие плоды. Есть попугаи в Евразии. Это кольчатые попугаи или ожереловые. Кольчатые попугаи настоящие красавцы. У них яркое оперение, которое обычно включает зеленый, желтый, голубой и иногда даже розовый цвета. Наиболее примечательным элементом их внешности является кольцо или ожерелье вокруг шеи у взрослых самцов. Это кольцо обычно черное или розовое и проходит по передней части шеи, делая их похожими на элегантных джентльменов в классических костюмах. Еще кольчатые попугаи, наряду с калитами, одни из самых адаптивных видов попугаев. Они обитают в разнообразных средах, от лесов и саванн до городских парков и садов. Благодаря своей приспособляемости эти попугаи успешно прижились и в других частях мира, куда были завезены людьми. Например, в городах Европы, таких как Лондон, Барселона, и в некоторых городах США и Ближнего Востока можно встретить небольшие дикие популяции кольчатых попугаев, которые комфортно чувствуют себя в городских ландшафтах. В природе они живут в стаях, которые могут насчитывать десятки и даже сотни особей. Они активно общаются друг с другом с помощью различных звуков. И звуки они издают очень громкие. Многие попугаи – это очень социальные птицы, которые живут в стаях. В природе крики помогают им поддерживать связь с сородичами. Крики служат сигналами, которые позволяют стае оставаться в курсе местонахождения друг друга, предупреждать об опасности, координировать действия. В неволе попугаи продолжают использовать крик как средство общения, особенно если они привыкли к постоянному взаимодействию со своими владельцами или другими птицами. Кричат они «Будь здоров!». Особенно в этом преуспели какаду и ара. Они считаются самыми громкими, а учитывая, что ары живут стаями, поднимается такой крик, что любому павлину стало бы не по себе. Не отстают и амазоны с аратингами. От их ультразвука уши сворачиваются в трубочку, не говоря о том, что попугай на плече может неожиданно в него крикнуть. Но самый громкий, на удивление, оказался какапо. Только голос у него не такой пронзительный, как у аратинг. Крик какапо может достигать 120 дБ, когда он издает свой брачный зов, низкочастотный звук бумчик. Его громкие бумины во время брачного сезона слышны на расстоянии нескольких километров и служат для привлечения самочек. Самец создает эти звуки, надувая мешок на шее и усиливая звук, чтобы он распространялся по лесу. Это особенно важно для них, так как численность крайне мала, и они живут в изолированных районах. Да и не только какапо на грани вымирания. Многие виды попугаев находятся под угрозой исчезновения. Попугаи на протяжении столетий сталкиваются с серьезными угрозами со стороны человека, которые негативно влияют на их численность, здоровье и среду обитания. Эти угрозы варьируются от потери естественных мест обитания до незаконной торговли экзотическими животными. Третья часть всех видов попугаев находится сейчас под угрозой исчезновения, а некоторых истребили полностью еще в начале прошлого века. Это райский плоскохвостый попугай, последний умер в 1927 году, и каролинский попугай в 1939 году вид был провозглашен вымершим. Массовая вырубка лесов для создания сельхозугодий, плантаций, пастбищ приводит к потере огромных площадей тропических лесов, где обитают попугаи. И даже когда попугаи пытаются выжить и привыкнуть к новым территориям, их отстреливают за посягательство на поля как вредителей. Инвазивные виды, интродуцированные людьми в новые экосистемы, наносят серьезный ущерб популяции попугаев. Да что там говорить, попугаи одни из самых популярных экзотических питомцев, что делает их целью для браконьеров и участников незаконной торговли дикими животными. Птиц ловят и переправляют в другие страны, часто в ужасных условиях, что приводит к высокой смертности среди попугаев. По оценкам, до 90% попугаев может погибнуть в процессе транспортировки.
Попугаи сталкиваются с множеством угроз, связанных с деятельностью человека, и их выживание во многом зависит от усилий по охране природы, таких как создание заповедников, восстановление лесов и контроль над незаконной торговлей. Только комплексный подход, включающий защиту среды обитания и борьбу с браконьерством, может обеспечить сохранение попугаев для будущих поколений. И несмотря на то, что попугаи могут адаптироваться к жизни в неволе, их природная сущность, заложенные инстинкты и потребность в свободе полета остаются неотъемлемой частью их природы. И какими бы попугаи не были рядом с человеком, умными, красивыми и необыкновенными, они живут в основном в клетках. Но какая бы она ни была, золотая или просторная, клетка никогда не заменит попугаям, как и другим птицам, покорителям воздушного океана неба, настоящую свободу. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.